Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Главы Минфинов Г7 заявили, что планируют усилить давление на экономику России, в том числе на энергетику. Немногим позже Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина из российской нефти. Хочется поинтересоваться, а что случилось? Мировой кризис, его же нету, и все под контролем, все отлично. Или все-таки что-то не так? Видимо, риторика – это одно, а реальное положение в экономике немножко другое. Красивые слова сказать на камеру – это хорошо, но обнаруживать, что ситуация складывается так же, как в Европе, где десятками тысяч отменяют авиарейсы, наверное, не очень хорошо. Тем более, что нынешнему премьер-министру хочется подольше пробыть в своем кресле. Чем меньше поводов для беспокойства, тем больше шансов, что, может быть, еще удастся поработать. И кот не выгонит его на улицу. Что такое экономика, энергетический сектор Британии на день сегодняшний? Часть нефтеперерабатывающих заводов закрыли. Тут и зеленая повестка сказалась, и то, что маржа на переработке была действительно минимальна. Так или иначе, зависимость от соседей, от поставок из континентальной части Европы, да, увеличилась. Да, идут закупки, разумеется, из Соединенных Штатов, но, видимо, понимание того, что удалить Россию с мирового энергетического рынка нефти и нефтепродуктов, на всякий случай напомню, что по объемам экспорта нефти, сырой нефти, Россия стабильно занимает второе место вслед за Саудовской Аравией по переработке и поставки нефтепродуктов, третье место в мире. Это, кстати, к словам о том, что кто-то украл полимеры, и поэтому ему стыдно перед Юрой. Повторяю, третье место в мире по объемам поставок нефтепродуктов на экспорт. Если не считать, конечно, последних месяцев, когда в очередной раз действует запрет на экспорт нефтепродуктов, но это тоже, на мой взгляд, совершенно оправданная мера. С учетом роста цен на мировых рынках, велик риск того, что нефтяники соблазнятся и вывезут все для того, чтобы заработать дополнительные деньги. И, конечно, чтобы рассчитаться с банками, это главная мечта всех наших нефтяников. Собственно говоря, нефтяная отрасль, наверное, для этого и предназначена, чтобы рассчитываться с банками. У Англии после кризиса 2021 года, на мой взгляд, был явный перекос со ставками налогов на сверхдоходы нефтекомпаний. И сейчас на новые участки в Северном море, о которых геологи говорят как о потенциально нефтеносных, просто никто не желает идти. Поэтому мера, да, действительно вынужденная. Я не знаю, как там будут оправдываться господа англичане перед Евросоюзом, перед группой Г7. Здесь такое фрикативное Г. Да ладно. Ситуация для того, чтобы можно было продолжать давить на Россию, на ее энергетический рынок, мировой рынок нефти должен вернуться в нормальное состояние. На день сегодняшний, по оценкам экспертов, ежесуточное изъятие запасов совокупное, не разбираясь по отдельным странам, порядка 6 миллионов баррелей в сутки. Есть риск того, что через ориентировочно 6 недель в Европе действительно будет не хватать нефти для переработки, для обеспечения рынка нефтепродуктами. Сколько сможет продержаться Иран, сколько будет продолжаться вот этот какой-то окончательный тупик с Ормузским проливом. С одной стороны, все хотят его видеть открытым, с другой стороны, он должен быть закрытым, чтобы продолжать давление на Иран. С третьей стороны, Дональд Трамп, который тоже прекрасно понимает, что любые поставки на мировой рынок удерживают цены, а, соответственно, положительно влияет на ситуацию на американских АЗС, тоже относительно недавно провозгласил, что на время переговоров блокада то ли снята, то ли не снята. Так или иначе, но КСИР уже сообщает о том, что десятками стали проходить танкеры, объявляет, какие на них были флаги, все достаточно запутанно, но так или иначе поставки продолжаются в силу того, что Трамп приостановил действия санкций в отношении не только России, но и Ирана. И с Ираном на время переговоров. Сколько могут длиться переговоры, сказать сложно. На самом деле, столько, сколько выдержит сам Иран.
не стоит забывать, что при всей его стойкости урон для экономики, урон для городов весьма и весьма значителен. Действия коалиции Эпштейна не отличались какой-то избирательностью. Были уже оценки, что более 50 тысяч объектов недвижимости разрушено. Это и пострадавшие заводы, и дополнительные сложности с экспортом нефти. С одной стороны, других доходов сейчас у Ирана в силу самых разных обстоятельств нет, в силу того, что военное положение в стране, узнать, как реально обстоят дела в его экономике, сейчас очень сложно. На всякий случай напомню, что, допустим, на мировом рынке метанола лидирующее положение конкретного Ирана на этой планете, 15% мирового рынка – это поставки из Ирана. Работают его заводы по производству метанола, приносят они дополнительную прибыль или нет, сказать сложно. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы Кейс-Гуру Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть и шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. То, что в этом году природные условия неожиданно оказались благоприятными для Ирана, я имею в виду обильные дожди. Та проблема, которая была последние пару лет из-за недостаточной водности, были перебои с электроэнергией. В этом году вот волею матушки природы, если зайти на иранские сайты, можно обнаружить, что там целый ряд репортажей идет о том, какое водохранилище заполнилось, как неожиданно возродилась река и так далее, и так далее. То есть, несмотря на все военные события, радость там совершенно очевидная. Понятно, что вопрос воды, как для любой южной страны, для Ирана чрезвычайно важен, а здесь ее вот такое количество. Мы бы тоже порадовались, если бы не те события, которые мы наблюдали в Дагестане. Но так или иначе, уже появляется информация о том, что и старые танкеры списанные используются как нефтехранилище. Не исключено, что тут такая достаточно интересная ситуация. Нефть некуда складировать. В результате получается, что нефтеперерабатывающие заводы не успевают ее физически переработать. Мы видели совершенно замечательные магистральные нефтепроводы в виде тысяч частных автомобилей, даже мотоциклов на границе Ирана и Пакистана. Нефтепродукты доставляют в Пакистан как умеют, и я так понимаю, что таможенные пограничные службы обеих стран уверенно закрывают глаза. Пакистану нужны нефтепродукты, Ирану нужен сбыт. Понятно, что сейчас было бы очень важно увеличивать объемы торговли через Каспийское море. Магистральный транспортный коридор север-юг, напомню, 3 маршрута. Восточный через Казахстан по железной дороге, далее через Туркмению и в Иран, и в обратном направлении. Здесь все работает. Единственное, что, мне кажется, можно было бы расширить наши транспортные коридоры на границе с Казахстаном. У нас 3 железнодорожные ветви переходят друг в друга, колея одна и та же, можно было бы увеличивать и увеличивать, но
Многие страны занимают такую выжидательную позицию, чем закончится конфликт вокруг Исламской Республики Иран. Но работать через Каспий не мешает никто, и уже есть сведения, что товарооборот увеличился почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что идут и гуманитарные поставки, я думаю, и медикаменты, и продовольствие, и много другое, с чем у Ирана объективные сложности. Ну, сколько будет продолжаться пауза, сказать сложно. На мой взгляд, если оценивать там дипломатические всевозможные игры, они идут достаточно уверенно. В марте Трамп вынужден был перенести свой визит в Пекин, ранее согласованный. Понятно было, что если бы на момент его визита продолжались боевые действия, было бы совсем нехорошо с товарищем Си разговаривать. Приостановили. Сейчас следующий повод для того, чтобы не возобновлять военные действия, приближается время проведения финала чемпионата мира по футболу, тоже во время такого международного серьезного события боевые действия разворачивать неудобно. Дальше какой-то там юбилей по случаю Дня независимости. Ну, в общем, какое-то время можно вот так продержаться. Мировой рынок, тем не менее, нефти по-прежнему остается дефицитом. Напомню, что вот тот кризис на нефтяном рынке 1974 года, о котором сейчас часто вспоминают и много пишут, это причиной стало снятие странами ОПЕК порядка 10% с мирового рынка. Сейчас порядка 20%. То, что в 1974 году не было стратегических запасов, сейчас они есть, и это позволяет каким-то образом затягивать ситуацию. Но рано или поздно это закончится, здесь арифметика достаточно несложная. Если брать итоги 2025 года, то ежесуточно через Ормузский пролив проходило порядка 21 миллиона баррелей нефти. А сейчас арифметика достаточно простая. Остался в распоряжении Саудовской Аравии магистральный нефтепровод «Восток-Запад». Это порядка 5 миллионов баррелей в сутки. Работает магистральный нефтепровод на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Мощность порядка 1,8 миллиона баррелей в сутки, но мощности порта 1,5 миллиона баррелей. Объединенным Арабским Эмиратам тоже объективно нужны нефтепродукты. У них тоже есть спрос, надо перерабатывать. Вот и вся арифметика. 5 миллионов баррелей по нефтепроводу Восток-Запад. Далее наливной порт Янбу. И порт Фуджейра, который временами не работает, а что-нибудь тушит. Такой у них там постоянно какие-то тренировки пожарных расчетов идут. Ну, пусть тоже 1,5. 21 минус 6,5. Вот тот объем, который не поступает на мировой рынок, и который сейчас компенсируется имеющимися запасами. Действует соглашение Международного энергетического агентства, казалось бы, достаточно серьезное, 400 миллионов баррелей страны, входящие в объединение, в порядке, там, которые они сами для себя выработали, из стратегических резервов изымут. Но дальше арифметика простая. Порядка 14-15 миллионов баррелей в сутки не поступает. 2 месяца продолжаются события, ну, умножаем 14 на 60. 840 миллионов баррелей не поступило. Если умножаем на 15, 900 миллионов баррелей нефти не поступило, прошло уже больше 2 месяцев. Соответственно, миллиарда баррелей уже нет. Компенсировать, получается, невозможно. Тем более, что все страны, изымающие нефть из своих стратегических резервов, понимают, что потом их придется пополнять. Соответственно, повышающий тренд на мировом рынке будет сохраняться достаточно долго. И в этой ситуации, на мой взгляд, действия Англии, наверное, если разделить противников России на европейцев и англосаксов, вот англосаксы ведут себя более рационально. Трамп приостанавливает санкции в отношении российской нефти. Понимает, что сейчас любая нефть на рынке важна. У него скоро выборы и высокие цены на АЗС – это электоральные риски. Соответственно, да, надо дать послабление. Иранская нефть, ну, логично, санкции сняты. Англия, да, могут возникнуть проблемы с авиатопливом, значит, и тут какое-то послабление надо сделать. Европа держится стоически. Чем эта позиция завершится, ну, посмотрим, время покажет.
Борис Альевич, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Макс. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также выходили на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Будем следить за ситуацией вокруг арбуза, она весьма динамична. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.